Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером, вторника, 9.09.25, мы с вами пошумим. Это рубрика «Шум», прямые эфиры, где мы общаемся, где мы задаем вопросы, обсуждаем те или иные темы в комментариях, высказываемся, ну и, конечно, делаем так, чтобы наш шум был слышен. Для этого я всех призываю поставить лайк, очень благодарен за суперстикеры, суперчаты и вообще поддержку любую вот в этой деятельности. И вот очень рад, что нас становится больше и больше людей хочет высказаться по поводу всего этого бедлама, который происходит, и в который мы только, кажется, вот сколько всего пройдено, а только, кажется, вот окунаемся. Традиционно мы поговорим сегодня о том, что вообще с нами, со всеми происходит, коснемся очень ярких, очень цепляющих моментов, обсудим их в комментарии, но... Как всегда, начнем с нашей самой любимой рубрики «Это игра в города». Значит, города у нас самые разные. Города у нас, ох, какие. И я считаю, что это прям находка. Ну, город это тоже есть такой, находка. Но, тем не менее, привет из Курска, это всегда очень и очень воодушевляет, да. Всем большое спасибо, что Запорожье на связи. Всем большое спасибо, что все, собственно, пишут, что все реагируют и что все любят эту игру в города. Она очень простая. Вы пишите, откуда вы, зачитываете. Если где-то рядом, то милости прошу, как говорится. Можно поставить лайк. Грозный на связи, это прекрасно. Питер шумит, Днепропетровск, Черкесск, Тверь. Привет, привет в Тверь. Байкал, 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 Байкал. И ты еще раз Байкал, Олег, прочел. Байкал, вам туда, на Байкал. Привет. Варна, Болгария. Одесса, мама шумит. Село Шум, как всегда. Шум тоже шумит. Трусковец. Добрый вечер. Бердянск, привет из Ульяновска. Гданьск, Пенза, Сочи, Бетлица, Калужская область. С нами Клайпеда, Иерусалим, Житомир, Ванкувер. Смотрит нас Прилуки. Ох, когда какие-то были такие курительные палочки Прилуки. Я помню этот город. Ну, все как бы, да. Ну, может быть, до сих пор крутят. Аргентина, привет, привет. Москва, Москва, Сургут, Пенза, Рига. Мордор смотрит. И такой зловещий смайлик. Ну, смотри, Мордор, чего делать? Давайте не просто смотреть, давайте шуметь. Пишите в комментариях. Нью-Васюки из-под Киева. Очень приятно. Прилуки, да-да, Севастополь, Сургут, значит, Братислава, Милан с нами, Мурманск, значит, Уран, Сатурн, Харьков, район Жуковского. Какой у вас хороший район. Значит, Новосибирск, Польша, Свебодзин, Золотоноша, Николаев, Штутгарт, Красный Луч, Вильнюс, Белгород, Лодзь с нами, Решен Лицион с тобой. Ой, одессит. Спасибо большое за Решен Лицион. Саша, весь мир шумит. Ну, давайте всем миром и проголосуем, собственно, в нашем опросе и продолжим шуметь. После войны вы, да, вот, география очень обширна. А вот вы после войны. И варианты, да, ответов. Уедете из Украины, вернетесь в Украину, побуду там, где есть, потом подумаю, или вообще не знаю, что делать. То есть вообще непонятно, что делать после войны. Вот война уже так долго, 3 с лишним года, а что делать, да? Что, вообще непонятно, как быть? Это очень хороший вопрос, мы в конце подведем итоги и, в принципе, померяем, да, наше и ваше отношение к тому, что после войны что делать? Оставаться, ехать, не ехать, побыть, осмотреться или вообще непонятно ничего. В общем, Сандра Ян, спасибо большое, что стали спонсором. Привет всем, добра и мира, всем нам. Малайзия, кстати, Пенанг, есть такой остров, спасибо большое. Сочи, Питер, Шелест, Астраханская область, передай привет Ягодке. Ягодка, привет вам от Зинура. Вот туда Иванов, Лисичанск, Днепр, Чехия. Здравствуйте, здравствуйте. Привет из Луганска, в Луганск тоже большой привет. Если кто знает, что Осло это Норвегия, Португалия, Лиссабон, Шарнека де Капарика. Ух, как звучит. Сахалин шумит, Вильнюс, Литва. Всем привет, привет, Штаты. Курган шумит и Бонн тоже вместе с нами. Спасибо, друзья, за то, что пишете, откликаетесь. Время позднее, долго томить не буду. Это у нас по воскресеньям мы можем, и 3 часа шуметь. Но давайте успеем отметить очень важные вещи, которые происходят и в мире, и вокруг российско-украинской войны. Я считаю принципиально
важнейший период, период смертей, период новых танцев на костях. Кажется, разучили новое движение политики, да? Кажется, разучили новое движение разного рода спикеры. Кажется, маразм крепчает. И дальше. И вот вроде как настолько он крепок, а нет, видите, нет предела совершенству. Спасибо всем большое, что ставите лайк, и спасибо всем большое за то, что шумите. Все очень просто. Пишите в комментариях, что думаете. С чатом пообщаемся позже. Также есть в телеграм-канале есть ссылочка на почту, предложку. Оттуда мы тоже сегодня обсудим некоторые моменты, и туда тоже можно писать вопросы, истории, и вообще в принципе, да, что вы думаете о происходящем, и те истории, которые, ну так вроде как и рассказать всем вроде рассказал, а толку нет, но это очень важно в контексте нашего с вами шума. Поэтому милости прошу, как говорится. Начать я предлагаю сегодняшний наш эфир не с Непала, мы о нем поговорим отдельно, даже не с вот этого дерзкого удара по Дохе, даже не с Трампа, даже не с заявления о том, что там Украина готова, хотя это будет тоже в начале шума. Я хочу начать, чтобы все просто прекрасно понимали, как это работает. ABC берет интервью у Зеленского. Определенные фрагменты и в телеграм-каналах гуляют, и вообще, ну вот давайте вот с этого начнем, момента. Значит, ABC берет интервью у Зеленского, и Зеленский, в принципе, раскладывает ситуацию там, по Донбассу, видение, из которого многое можно понять. Трампа в овальному кабінеті була карта. І у нас була своя, ми прийшли з цієї карти, у нього була своя стиль. Я сказав, що мені ж пояснити, чому Донбас так важливий, а питання було таке. Значит, смотрите, у нас была своя карта, а у него своя. Ваваль это он вспоминает. Да? Ну, понятно, что, смотрите, это на американскую аудиторию, все ясно. ABC приехали к Зеленскому. Вот это вот вид, чтоб вы думали, это же кино, режиссура. Это они записывают интервью на разбитом предприятии. Ну, всего где-то полчаса. Все, конечно, не будем разбирать, но вот основной момент по Донбассу жутко интересен. Чому так, Донбас важливий, мені достатньо вашої карти. Я орієнтуюсь, де що знаходиться на нашій землі. Це, до речі, різниця між мною і Путіним. Він воює за те, де він не орієнтується, що це. Він воює за просто територію, а ми воюємо за наше життя на цих територіях, за ці землі, за похованих наших родичів. Значит так, тут сразу первый посыл, да, то есть это Путин, он воюет, он не понимает, за что он воюет, это просто какие-то земли, территории, а я вот ориентируюсь везде, я все знаю, где что лежит. Да елки-палки, сколько уже можно повторять, что это не территориальная война, не территориальная. Ее очень серьезный подтекст территориальный был в формате внесений в Конституцию Российской Федерации референдумом на отнятых землях, да, Херсонская, Запорожская области, ну, плюс, понятно, Луганская, Донецкая. В Луганской, Донецкой все ориентируются во всем. То есть, ну, тут же вопрос, что изначально не за территорией. Стамбул 2022 был вообще не за территорией. То есть, за то, чтобы не было НАТО, было ограничение, ну, чтобы не было вооружений и угрозы численности армии, ну, и, собственно, нейтральный статус, никаких каких-то там таких поползновений, ну, и сейчас это все переместилось в такой проект антироссия, да, чтобы не было антироссии. Смотрите, то есть Путин не ориентируется в том, где он воюет, а я ориентируюсь, мне не нужна эта карта, ах, Трамп, оставьте, у меня есть своя. Там же, вы помните, это он сейчас пересказывает, он говорит, ой, а можно мне на память вашу карту? Почему не вспомнил? Хороший повод вспомнить вот этот пересказ общения в овальном кабинете. Близьких там дідусі, точно. Він не зовсім все розуміє. Окей, я зараз не про це. Чому Донбас важливий? Передусім... А куда он показывает? Вот это я не могу понять. Куда-то вот туда он показывает, на Донбасс. На небо, что ли? Но судя по тому, как Макеевку Донецку тюжили 2 дня последние, видимо, да. Всім потрібно зрозуміти, що Путін не завоював за 3 роки 70% Донбасу. Все це маніпуляції. Манипуляции. Вот включается все-таки актер. Манипуляция. Значит, Путин не завоевывал 70% Донбасса, это манипуляция. Хорошо, а что же произошло? Перше, після першої окупації 10 років, вже 11 років тому, коли він захопив Крим без бою і захопив третину Донбасу. Він захопив тоді. Після повномасштабної війни, початку повномасштабної війни, майже за 4 роки вони захопили біля 30% Донецької області. Не всього Донбасу, Донецької області.
І ми контролюємо зараз повністю ще 30%, 32%, якщо буде точно. Тобто, третина була взята їм 10 років назад. За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв тільки 30%. Це багато, так, але мільйон людей. Він втратив мільйон людей. Да, а ти? Ось ця ціна. І це майже 4 роки. Тобто, якщо він каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям і Білому дому, і представнику президента Трампа Віткофу, він казав. То есть, смотрите, понятно, почему такая пауза в переговорных треках. Понятно, почему Трамп говорит, ой, давайте через 2 недели, давайте еще через 2 недели, потому что, он говорит, 3-4 месяца, и я выйду на границе Донецкой области. Ну, а Луганской сейчас смысла нет говорить, там 1%, ну, короче, там Серебрянское лесничество опять отличилось на картах, по сводкам там тоже идет, ну, обострение, да, оно там периодически возникает, причем резервы бросают с Сумского, в Сумском тяжело, Купянск — это сейчас точка достаточно такая напряженная. Неважно, как раздергивают резервы, важно то, что это ему преподнесли, и он это вываливает в публичное пространство, что Уитков послушал Путина и говорит, ну так 3-4 месяца, и мы заберем так Донбасс, то есть военной силой. И Трамп, судя по его поведению, делать это дает. Ну, мол, давайте, я сейчас подумаю, посмотрим. О, это ужасно, эти ваши обстрелы. Ох, там, это вот невозможно. Мелания письмо еще одно напишет. Сказав, що він візьме Донбас за 2-3, максимум 4 місяці. До кінця року він сказав, він візьме. Він не візьме. Ціна – роки. І мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а 2 мільйона. 3 мільйона трупів. Ось це ціна цього. Далі. Чому так важливо? Окрім речей про те, що я сказав, це наше життя, наша історія, наші домівки. Окрім всього цього, це укріплена наша частина. Погодите, то есть... Не, смотрите, тут же как бы, тут очень важно приоритеты расставить. То есть... Миллионы, можно быстрее, ну тогда 2 миллиона, 3, давай, мол, Путин, давай 3 миллиона, да, но это же наш укрепрайон, мы не можем его просто так сдать. Очень интересно было бы спросить про укрепрайоны, найденного вчера убитым журналиста-расследователя из Сум, который как раз писал о том, как уже при Зеленском укрепрайоны, так сказать, ну вот, ширятся страной. Вот такая, помните, была «Велике будівництво», большая стройка, а сейчас большая фортификация. Он писал об этом, вскрывал коррупцию, писал о том, как эти какие-то непонятные доты, какие-то, которые просто там некому быть, там никого нет, но они сдавались, деньги списывались, ну все, нет человека, журналисты этого закопали. Но это же укрепрайон, поэтому мы не можем сдать укрепрайон. Там стоять сильні війська, і там є укріплення. І якщо він вийде і буде мати весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова, там, де 1,5 мільйона людей? Как кто? Макрон. Макрон гарантует. Он легко. 26 стран вместе с Макроном. Голосование, да, голосование, подтверждение, ратификация в парламентах 26 стран. Нам об этом рассказали по итогам вашего Парижа. Харків. Він також завжди хотів Харків. Да ладно, прям сидел и хотел Харьков. Сидел и говорит, хочу Харьков. Говорит, может, молочка вам? Владимир Ильич, там приходят, там вот эти, а может там, ну вы же там пили там когда-то молочко козье, там что-то. Лукашенко тут всегда там с угощениями, там, от этого Рахмона, который президент, там всякие там, не, говорит, не хочу твоих арбузов. Рахмон, не хочу этого всего, хочу Харьков. Всегда хотел Харьков. Який стояв всі ці роки, всі 11 років Харків стояв. І він на От чего он стоял? Ну, то есть, все эти 11 лет. От чего стоял Харьков 11 лет? Нет, понятно, что с началом полномасштабного вторжения Харьков превратился, ну и понятно, с 11 лет он превратился в тупик. Потому что переехать на территорию России, ну, можно было до широкомасштабного вторжения, там тоже проверки эти все. То есть, немножко затормозилась жизнь, но все равно все ходили друг к другу в гости, Харьков-Белгород. Но 11 лет он пытался устоять, то есть 11 лет атаковали Харьков. Владимир, о чем ты? И куда ты постоянно показываешь рукой? кордоні з Росією. І він захоче окупувати Харків. Так он захочет.
Он всегда хотел и захочет. А что сейчас? Она сейчас не хочет? Какой-то провал в желаниях Путіна. Ох, як інтересно. 1,5 мільйона людей, а там такі люди. Подивіться, вони там, вони нікуди не біжуть. Що буде відбуватись? А куда им бежать? Нет, я знаю много харьковчан, которые выехали, уехали, переместились по территории Украины. Я знаю многих харьковчан, которые приехали и там платили военным деньги, чтобы была возможность забрать там из цеха оборудование свое перевести. Куда? Ну, куда-нибудь на Запад, да? Которые платили бешеные деньги за аренду жилья, да, из Харькова. Это люди, которые там бешеные деньги платили, чтобы выехать. Да, потом, конечно, они помыкались и вернулись в Харьков. Да, понятно, что угроза, но тем не менее. Но нет, они же, конечно, кремень. Как это? Залізобетон, железобетон, Харьков. Угу. Це буде страшна трагедія, масова. І так само у нього відкривається шлях до Дніпра. Індустріальний центр України. Це наша економіка, це наші заводи, це наше виробництво, це серйозний вклад в ВВП держави. ВВП держав. ВВП захотел ВВП Украины. Смотрите, это все, конечно, очень интересно, но к чему это, да? Вот, ну, понятно, что там он может рассуждать все, что хочет. Донбасс ему не нужен. Ни о какой жизни он нужен как точка, где собирается вот эта вот вся война, и чтоб, ну, не пошли дальше. То есть здесь зона смерти, да, а вот там плюс там ВВП. О каком ВВП в Днепре вы говорите? Бьют по этим предприятиям, ну, все эти годы. Еле погасили там последний удар, да, окна закрывали люди в Днепре. Харьков этот бедный утюжит. Где там танковый завод? Где там что? А, в подвале? Не, ну, школа в подвале, завод в подвале, это понятно. Но дело не в этом. Дело не в том, что он уже попрощался с Донбассом. Ему нужен Донбасс, как вот эта зона, да, где можно там, грубо говоря, буферная зона. Он сейчас тоже говорит о буферной зоне. Он не говорит о том, что там мы будем там развивать. Он говорит об укрепрайоне. Да? Ну, то буферная зона, укрепрайон разное понятие, но смысл один и тот же. То есть, ну, чтобы пройти эту буферную зону, зачем она нужна? Пока ты по ней идешь, тебя уничтожают. Пока ты идешь по Донбассу, тебя уничтожают. Не нужен Донбасс. Ему он нужен как укрепрайон, как ДОТ, как окоп, как вот эта линия фронта, как вал. Вот о чем он рассказывает всем американцам и всем нам. А почему ему не нужен Донбасс? Да потому что люди эти, Донбасс, ну потому что это лишняя вообще история. Трагедия жуткая случилась в Явореве. Это я не могу, к сожалению, показать кадры, которые легко показывает Зеленский, Ермак, все в своих телеграм-каналах, и вы их тоже, наверное, видели. Ну, они вот здесь, да, зверский удар по авиабомбой, по такому маленькому микроавтобусику Укрпочты, которая приехала пенсии раздавать. Короче, что было? Они приехали, выстроили всех этих пенсионеров, человек 50, потому что было сообщение о том, что 24 убито, 24 пострадали. Ну, примерно так, соотношение, человек 50, они выстроились, получали пенсии, свои вот эти гроши в Украине, крохи вот эти, да, они за ними пришли к почтальону, вполне вероятно, что не за один месяц, и вот они вот пытались как-то, потому что пенсию доставить только доставить. Банков нет, ничего нет. Этот, скажем так, удар случился по населенному пункту за 4,5 километра от линии фронта. Это ничего. Но они туда повезли Укрпочту, они туда собрали там людей, начали раздавать пенсии, вот так вот открыто, когда любой дрон видит на расстоянии там десятков метров, десятков километров. И что мы получаем? Жуткую трагедию. Минобороны Российской Федерации отчитывается, подтверждает, да, по этому населенному был пункту удар, и поэтому, и поэтому. В этих 3 пунктах мы били по скоплению живой силы. Это не скопление живой силы, это, конечно, преступление. Но вот это скрин, который я так долго держу, Укрпочта. Ранена нашу, поштарку, они пишут, поштарку, ну, в общем, почтальона Юлю. Она уже в больнице. Благодаря там, водителю угрозы жизни нет.
чтобы обезопасить людей и не лишать их таких базовых услуг, работаем с военно-гражданскими администрациями над изменением процедуры выплаты пенсий в прифронтовой зоне. Очень болит, в общем, сочувствие, понятно, всем сочувствие, это действительно жуткая трагедия. Изменение процедуры выплаты пенсий в прифронтовой зоне. Что это означает на поверку? Что пенсий не будет, или они будут реже, или они будут каким-то другим макаром развозиться. А почему они не развозились до этого? Позавчерашний удар, вчерашний очень серьезный такой информационный накат ударили по Кабмину. Прилетели обломки Искандера. Искандер, Кабмин, все, здание, вся пресса пишет, пробили ПВО. Европа, давай санкции, Америка, давай включайся, больше санкций, больше денег, давай. Сегодня этот жуткий удар, который точно так же использовали в плане того, что ой, дайте нам больше ПВО, Шмыгаль вечером в интервью говорит, давайте, патриоты, давайте еще. Дайте. Но поводом попросить, получается, является жизнь человека преклонного возраста на Донбассе, который не уехал, который остался, у него за 4 километра война, он выживает. Ему привезли эти несчастные крохи, как-то срисовали эти координаты, собрали эту толпу людей, по ней ударили. Конечно, никто не снимает вины причем, внимание, авиабомбой. Авиабомба это означает за 4,5 километра от линии фронта. Это очень важные детали, которые нужно разбирать. За 4,5 километра можно ударить минометом, можно ударить там градом, можно ударить всем чем угодно. Но авиабомба летит. То есть это срисовали и откуда-то получили вот эти координаты, что там не живая сила противника, точнее, что там не мирные люди, а живая сила противника. И потратили, получается, авиабомбу на Т-50 пенсионеров. В общем, очень такая тяжелая история, которая становится поводом для того, чтобы, дергать эту Европу, дергать этот Запад. Давайте еще, давайте больше. Чем, в принципе, и занимается сейчас Зеленский, и делает это откровенно. Я помню, многие телеграм-каналы предупреждали, что, ребята, осень будет кровавая. Но в плане каком? В плане вот этих провокаций, тяжелых жертв, тяжелых вещей. А нужно ли это Европе? Сегодня выжил в публичное пространство экс-посол в США от України Валерій Чалий. Вот що говорить. Європа чекає, вона стає рішучою з охочих в рішучих, тільки коли США підтримують. Але Європа має вже цей ліміт проходить. Європа має взяти повну відповідальність. Тому наші питання мають бути до європейців. Я завершую, що тільки скажу, подумайте над цим. Чому ми заходимо вже на друге коло з цими всіми питаннями? А може Європі вигідно, щоб війна продовжилась далі, щоб вони встигли підготуватися? О как! Значит, они должны успеть подготовиться. Европе выгодно, чтобы война продолжалась дальше. Такие какие-то странные вещи, которые постоянно звучат, например, у меня на канале, на других каналах, которые люди сами уже понимают, звучат в эфир. От кого? От Чалова. Чалый точно не любит Путина. Чалый точно, он говорит, Европа, ах, вы что-то задумали. Давайте останавливаться, вы нам не даете остановиться. Трамп, надави на Европу, чтобы они нас отпустили. Они держат нас в заложниках. Конечно, это все не так. И об этом свидетельствуют массовые опросы о том, что все понимают уровень коррупции, все понимают, что война греет, все понимают, что очень многие люди уже за 4 года, они не могут себя найти где-нибудь еще, кроме как на войне или около войны. А те, которые находят, но из простых людей, да, которые там имеют бронь, имеют какую-то работу, где-то там связаны с чем-то таким очень и очень критически важным, просто люди обычные, их иногда отлавливают, иногда заступаются за них, иногда получается. Они, в принципе, вроде и тем же самым занимаются, но все равно уже, получается, без войны, военного положения тоже не могут. Сенсация сегодняшнего дня – это просто необыкновенный представитель НАТО от США в Европе, человек, который никогда, точнее, вы сейчас услышите, он всегда там антипутинские вещи говорит, нам нужно все вместе. Но тут он выдает какую-то очень интересную историю. Так
А согласилась Украина на то, чтобы заморозить по линии фронта войну в обмен на гарантии. Ця смерть і руйнування мають припинитися. Треба й далі тиснути на Путіна, щоб закінчити війну, бо обидві сторони мусять домовитися. Але Україна вже довела, що готова йти на угоду. Вони згодні заморозити фронт. Как кивнула ему Ирина Аллегрова. Слушайте, да? Вот так вот это... Fox News, Fox Business, что скажешь? Да, согласилась. Она тоже в шоке. Как согласилась? Мы же не согласны на линии... Или нет, или мы согласны на линии разграничения? Якщо отримують гарантії безпеки. Гадаю, є основа для угоди. Тепер треба просто забезпечити її виконання. Основа есть. Остановка по линии огня. Но по линии огня тысячу раз говорил Путин, говорила та сторона, и я думаю, что Витков передавал правильно, не хотят. Поэтому мы заметили, как недельки две засунули в долгий ящик тему обмен территориями, обмен землями. Причем мы же помним Трампа. Зеленскому придется что-то подписать. Зеленский спрыгивает, не хочет подписывать, потому что он якобы не хочет отдавать укрепрайон. Как это? Взять и отдать укрепрайон? Это что, заново окопы рыть? Заново пристреливать местность? Как бы мотивирует Зеленский. Но самый вот вообще цинизм в этом всем, что обо всем можно было договориться и раньше. А сейчас куда идет война? Многие задают этот вопрос. Вот сейчас, пока куплится Зеленский на Донбассе, пока, собственно, идет тяжелейшая схватка, страдают мирные жители от прилета по срисованным координатам с самолета. Ну, с самолета стреляли по пенсионерам, которые пенсию получают. Пока это все происходит, есть разные мнения, куда война это идет. Вот, пожалуйста, военный ампутант. На твою думку, куди зараз рухається війна? В сторону Києва. В сторону Киева движется война. Повільно, десь трошки швидше, але поки що в сторону Києва. При наявності даних технічних засобів, при наявності нинішнього стану по мобілізації, ну тобто кількості особового складу недостатньо людей. Поки що рухаємось назад, потроху, але як є. Понемножку, ну как есть, движемся назад. Причем самое интересное, что вот по поводу Европы. У Европы другое мнение. Европа думает, что все абсолютно наоборот. Вот эта фотография потрясающая. Это Вильнюс. В Вильнюсе вот так, в принципе, такие указатели дорожные. Киев 779 километров, Минск 187 километров. В скобочках оккупирован Кремлем. О как! Значит, Минск оккупирован Кремлем, до Киева 779 километров, но война, по мнению человека, отдавшего за Зеленского руку, идет в Киев назад. Хочется, ну, нет, не хочется, конечно, иметь такой разговор с человеком, отдавшим в этой войне руку, но так цена конкретно для него архивысокая. Потому что рука не отрастет. А война движется туда же, на Киев. Так может в Киеве все проблемы? Ужаснейшие, методы решения вопроса о том, как не хватает личного состава и все пятится назад. ТЦК делает что-то необыкновенное вообще последнее время. Они гребут как не в себя. Как-то вот о бодикамерах никто вообще не вспоминает. Заметили? Последние дни. Ну там же четко сказали всем бодикамеры, чтобы не было провокаций. Ну, с бодикамер, которые хранятся типа 30 дней эти записи, мы как-то не видели ничего. Видели другое. Вот Кировоградская область, село, полицейские, вот, приехали, так сказать, ТЦКшную работу выполнять. И нарвались. Значит, тут очень много, скажем так, ругни, очень много того, чего не любит, собственно, и YouTube, и, обычный человек. Что происходит? Значит, вот этот мужик с двумя полицейскими выясняет отношения. Забрызгали 7-летнего ребенка газом. Вот так вот. Но полицейские... 7 лет, блядь, ты
7 лет человеку, и они молодые полицейские, один помоложе, другой постарше. А тот, который постарше, он понимает, что там сейчас будут бить, достает пистолет. Повістку! Повістку принес он, понимаете? Представтеся, будь ласка. Вас ніхто не троне, сідайте вже. Давай, ніхто не троне, сідайте вже. Ну, как не тронули? В общем-то, тронули. Тронули, и началась драка, вот это вот все. Газ. У людей тоже есть баллончики, которые они отобрали, которыми они пшикают. Они начинают мстить. Село страшная вещь на самом деле. Ну и, собственно, автобус, вот видите, между селами ходит. Я знімаю цих. А ти зараз будь зняти на камеру. Гей, ти сюди, ти сюди. Путін. А ви ніхто не троне, я тобі даю слово. Ну и, в общем, вот такая вот потасовка, и вот такая тяжелая история. Это Украина. Это Украина. Там женщина говорит, сейчас я там сниму номера, все сделаю. Не, это Украина. Маленькая одноэтажная Украина, которая вот такую угрозу ощущает. Угрозу от своих правоохранителей, которые там повестки теперь разносят. Помните, там в Луцке, вот Луцк сегодня тоже вспомним, там же был, вы что, таксист? Вы что, почтальон? Какие повестки? Ну, о чем вы? Потасовка, ребенка забрызгали газом, тот отобрал, в общем, начал тоже, тут с пистолетом, ну, в общем, как бы все же вроде украинцы, а такой ерундой занимаются. Но украинцы, они меняются с течением времени, и это заметно. Это на предложку прислал зритель, подписчик, да? Это просто что-то несусветное. Значит, Ровенская облгосадминистрация. Открываем набор, внимание, юношеский ДФТГ «Молодая нация». Вы понимаете, в чем дело? Ну и тут поехали. Тут ознакомиться с настоящими героями, занятия проводят ветераны, принять участие в гуманитарных миссиях в прифронтовую зону, получить бесценный опыт и знания, найти новых друзей в нужном классном коллективе, помочь и обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры. Как этот юный ДФТГшник может помочь обеспечить безопасность критической инфраструктуры? Выбежит и бросится на шахет, на герань, запьет банкой огурцов ракету? Ну, в общем, помочь обеспечить безопасность, защитить город и область, стать частью большой и серьезной миссии. И вот так вот. Вставай в ряды молодой нации. Номер телефона, все как полу, информацию. Давай, учись защищать страну и близких. Ребята, Зеле-Югенд получается? Нет, так получается, потому что это прислала подписчица, вот одна, она говорит, смотрите, окей, ладно, то есть там женские какие-то там бригады, хорошо, берут взрослых, которые остаются на территории, по тем или иным причинам не могут идти воевать, но они там отправляются в какие-то ПВО, вот это стреляют из пулеметов по дронам, ладно. Женщины, взрослые, это их выбор, там никто не заставляет, ну, как бы, да, жизнь может заставить, но так-то никто не носит. А вот это вот к чему? Что это за призыв? Давай мы тебя научим. И это за деньги облгосадминистрации, это разнарядка облгосадминистрации, молодая нация. Молодая нация. Вот другой присылает подписчик, он говорит, я в шоке, аптека, очередь, стоим. Пакетик держит ручка с ногтиками молодыми. Ребенку не больше 12 лет. Не больше. Все уже в форме, уже вот как положено. Меняют украинцев. Вот прям с молодых ногтей. Давай, меняют.
Но опять-таки, они вот на кого смотрят эти? На каких-то героев, которые там, вот они, не тех, которые вернулись и рассказывают лично, а те, которые, наверное, там по студиям ходят, по телемарафону показывают. Вот они такие, потужные, бравые, с бородами, с вот такими барбершопными. Наверное, они на их смотрят и идут за ними. Вот другие есть случаи. Вот этих случаев, нам же как говорят, их нет, это ИПСО. Черкассы. Мужик квасу вышел попить. Что вы делаете? Что вы делаете? Опять, конечно, крутят, вяжут. Смотрите, сколько их. Раз, два, три, четыре. 4 человека. Уже все реже даже эти ТЦКшники появляются. Куди ви його забираєте? Я клієнт Куди ви ловив. куди ви забираєте? За що ви на мене кайдан? Куди ви забираєте? Це мій знайомий. Чого ви забираєте? Документи 19. На яку? Він являється правопорушником. Що він порушив? Покажіть, що він порушив? покупав. Що він Квас порушив? покупал он. Квас покупал. Все, засунули его. И рядышком ходят прогулочным шагом. Это уже хозяева жизни. Это уже они. Это уже вот они. ТЦК, вот это вот они. Они вот такие. Они уже все. Они здесь. На них уже работает полиция. Полиция работает на меня. А ну давайте. И они вчетвером, одного мужика. В то время, когда на передовой все в шоке, говорят, не хватает народу. Я вам в прошлом шуме доходяг показывал, которые сплавляют туда на передовой, и уже такие уже битые бойцы, видно по нему, что он там все видел в этой войне на нуле. Говорит, ребята, говорит, ну, вы мне вот этого отправляете, а он мне помеха, не помощь. Луцк. Бунт сегодня был. Значит, вот такая, как бы, сцена, мизансцена. Опять, куча полицейских примчались. Там, понятно, скоро. Человек говорит, мне плохо, не поеду никуда. В общем, его тянут, вяжут. За ним долго гнались. Он забежал в одно из ЖК, жилищных комплексов. Люди повыходили. Понятно, таскают там на коленях его, женщины тоже снимают все, вот это, ругаются с полицейскими, говорят, что вы делаете? Это на территории ЖК, так получилось. Они заскочили и вот так вот за руки, за ноги, иди, мол, родину защищай. Люди на это посмотрели и заблокировали автомобиль ТЦК. И не просто заблокировали, а оборзевшим ТЦКшникам повредили его. То есть это вот место, где это все происходит. Народу вышло много. Все вышли. Вот это бус ТЦК. Вот там сидят ТЦКшники. Ждут. Обратите внимание на номера. Я помню, у меня спор выдался в телеграм-канале Шелест с одной подписчицей, ну или она уже не подписчица, не знаю. Говорит, смотрите, это все вранье. Вот, ТЦКшные автобусы, военные номера, можно идентифицировать сразу. Как? Вы что? Все понятно, что за машина, можно всех найти. Так они не прячутся. Номера зачем? А ви військовий, так? А, я думала, ви працюєте в ТЦК чи ні? Не працюєте. А вы военный, да? Да. А вы в ТЦК? Не. Добре. Звичайно. Звичайно. Я не даю То згоди. нічого, то що ж я зроблю? А хто сказав, що я Я в військовий? громадському місці. Я військовий. А кто сказал, что я военный? Кто сказал, что я военный? Ну кто вообще мог... Посмотри на меня, какой я военный. Працівник ТЦК на сьогодні. Ви маєте право мене Чому знімати? ви кричите до Я мене? не А хочу, чого ви щоб нас ви мене знімаєте? знімали. Я хочу з вами А порозмовляти. я не То хочу. виключіть камеру, Виключіть все. розмовляйте. А чому? Що трапилося, скажіть? Хіба це секрет Виключіть якийсь? камеру, Вже усі люди все розповіли. Чого ви боїтеся ви? Ми нічого ми не боїмося? боїмося. Якщо Ми не боїтеся, не то боялися А для чого ви спокійно. знімаєте? Значит, по сути, что произошло? В общем, люди заблокировали, побили этот бус, загнали этих, и побежала помощь. Вот они приехали на подмогу, поняли, что народу тьма, народ зол, с шины порезали, парни отбивают, то есть полиция там ничего сделать не может. Они, конечно, много их примчалось, но толку. То есть повторяется ситуация, помните? Вот та, которую там во дворе там пьяный избивал женщину, и там куча народу, а на следующий день тишина, и мертвые с косами стоят, всех зачистили, всем заткнули рты и так далее. Но это все-таки, ну, какой... Нельзя так делить, но это село.
было. Ну, поселок большой, но поселок. А это, вот это, да, это город, это областной центр. Это областной центр. Тут как бы люди, ну, как бы немножко считают, что они живут в другом качестве жизни. У вас стався конфлікт з людиною, я так У розумію. нас нічого не сталося. А чому вона в швидкій зараз ця людина? У нас взагалі ніякого Взагалі ми нічого там не сталося. були, Ми навіть там не не були, знали. нічого не Ви навіть не знаєте. То ви Навіть- приїхали на підмогу? Просто приїхали. Просто подивитися. Подивитися. Просто посмотреть приехали. Они приехали просто посмотреть. Ну, чтобы было больше понятно, потрясающий материал получился. Это Аверс канал, местный канал, который вот это вот, собственно, и снимал. Это вот такие рабочие моменты, да, съемки. Вот что они выдали. Що прізвище? Прізвище своє. Ви хочете зараз поїхати з нами без... Ні, то ви їдете з нами, що ви не кажете. Коротше, їдете. Тихесенько підкрадаючись, вони виходять, навіть двері не закриваючи. Я їх побачила вже, коли вони бігли, доганяли. Я йому крикнула, він розвертається, вони його хапають. З буса вже там не знаю, скільки було 5, вони його обступили і починають його тузати. Мешканці двох луцьких багатоповерхівок радісно зустріли у своєму дворі групу оповіщення місцевого ТЦК. Ну, в общем, какой слог. Местные жители одного из ЖК радостно встретили, да, в своем дворе группу оповещения ТЦК. Вот так, собственно, и встретили. И благодаря вот этой миниатюрной девушке, черненькой, в принципе, паренек понял, что происходит, и начал хоть сопротивляться. Они были как ниндзя. Они из-под тишка выследили свою жертву и броском, набросившись на нее, как бы застали врасплох. Ті залетіли на подвір'я у прочинені ворота за чоловіком, що викидав сміття. Фіртка автоматично зачинилася. Новобранцю стало зле, і назустріч вибігли гостинні господарі. Аби не потрапити в їхні гарячі обійми, ТЦКшники пірнули у машину, але було вже пізно. Врешті люди визволили сусіда та викликали йому швидку. По-перше, у нього шок, стрес, і в нього ще астма, і він почав задихатися. Але добре, що в мене був балончик, я йому передала. А сама група оповіщення опинилася у пастці. Ворота на виїзд для непроханих гостей відкривати відмовились. Ті маневрували у дворі, поки не стукнули припарковану машину. Вже тоді у двір спустилися навіть ті, хто спостерігав цю оказію з балкону. Значит, смысл понятен. Так получилось, они заскочили туда тихонечко, а потом, ну, не открывают. Закрытый ЖК, и никто не открывает. Никто их не боится. Говорит, в смысле открывать? А кто вы такие? Они крутились, ударили какую-то машину местного жителя, все повыскакивали. В смысле вы тут прилетели, во-первых, парня, астматика с приступом пытаетесь тянуть, а во-вторых, тут ДТП устроили. А куда вы собрались? И... Понятное дело, что тут сигнал СОС, и прилетели другие ТЦКшники и полицейские. Визволяти мобілізаторів приїхали патрульні, поліція, група спецпризначення і ще 3 групи з ТЦК. Але навіть після цього ворота ніхто не відчиняв. Працює навіть ТОР. Тут вже всі. І патрульна, і ГУНП, і ТОР, і всі на світі, хто тільки міг, з'їхалися. Представтесь, будь ласка, я бачила працівник поліції. Як вас звуть? Я не бажаю з вами спілкуватися. Чому? Я зараз Они не хотят общаться, не о чем общаться. За ними нет правоты, за ними нет ничего. Они приехали сейчас освобождать ТЦКшников. Они, вот эти люди, которые должны следить за правопорядком, ловить, ну там, делать все, чтобы гражданину, но они работают на государство, и их работа, миссия, там, раскрывать преступления, обеспечивать правопорядок. Они приехали отбивать ТЦКшников. Хорошо ворота не ломали, ну не знаю. Ну как, они приехали спасать ТЦКшников, не человека. Не вот этого парня, которому скоро приехала. Они приехали ТЦКшников на волю. А то мало ли что они с ними сделают. Видели, как автобус побили? Що тут трапилось, хоча б в 2 словах скажіть? Вже усі люди все розповіли. Чого ви боїтеся ви? Ми нічого не боїмося. Якщо не боїтесь, то скажіть. А для чого ви знімаєте? У вас стався конфлікт з людиною, я так У розумію. нас нічого не сталося. А чому вона в швидкій зараз ця людина? У нас взагалі ніякого Взагалі ми нічого там не сталося. були, Ми навіть там не не були, знаємо. нічого не Ви навіть не знаєте. То ви приїхали на підмогу? Просто приїхали. Просто подивитися. Відбувся конфлікт між людьми і працівниками ТЦК. Багато було людей, багато працівників ТЦК, відповідно скупчення велике. Ми тут для забезпечення охорони громадського порядку. Попри те, Короче, нашелся один полицейский, который не молчал. Хоть рассказал, конфликт случился, а мы приехали что? А мы приехали разобраться и стать на сторону ТЦК. А на чью же сторону еще стать? Машину там кто-то ударил? Ой, да, успокойтесь, вы что? Без номеров. Бус. Военный.
ТЦКшный ударил машину. Кто ее? Вот видите, так обычно просто если ударили машину, вызывают полицию, и ты уже в ТЦК. А теперь, гляньте, все ТЦК туда приїхала, і вся поліція. Що гвалт у дворі стих, група оповіщення навіть носа з буса не показала. Полягали? Тут роботу хлопці зробили, треба відпочити, ні? Полягали в бусі. Нема нікого вдома. Добрий день! Та не соромтеся, та я ж хочу з вами познайомитись. Може ви тут мені відчините? Втішені таким розвитком подій, мешканці багатоповерхівок розходитися не поспішали. Врешті ворота відкрили, але щоб виїхати з двору, довелося міняти колеса. Поїхали з вітерцем крізь вибиту шибку. Деталі цієї незабутньої зустрічі вже вивчають правоохоронці, а в ТЦК не можуть оговтатися від агресії місцевих. Під час перевірки військово-облікового Значит, смотрите, тон потрясающий. Ну, вот это вот, с ветерком проехались, все. Сразу читается отношение. Смотри, еще раз. Я не оцениваю там профессиональное качество. Это местный телеканал. Это местная журналистика. Это отношение местных. Вот читается, сквозит буквально в том, что они делают с местными же. То есть все понятно. Тут не профессионализм оценивается, не еще какие-то там моменты. Все четко и видно и понятно, кто, с кем и за кого. Кто Луцк оккупировал? Кто его оккупировал? Кто оккупант? С кем стычка? Ну и, конечно, ну это же журналистские стандарты, это все правильно. Да? Давайте послушаем комментарии ТЦК. документів групою оповіщення було виявлено військовозобов'язаного чоловіка, який відмовився виконати законні вимоги та намагався сховатися на території житлового комплексу. Ага, то есть, нашли тебя, иди сюда. Я отказываюсь выполнять законные ваши требования и пойду прятаться на территории ЖК. Ну хорошо, а дальше что? У цей момент навколо службового транспорту групи оповіщення зібралися цивільні, які пошкодили авто. В смысле? То есть, это же потрясающая картина. Вы можете себе представить? Так, идет группа оповещения. О, есть документы? Не хочу, отказываюсь исполнять ваше законное требование. Пойду спрячусь в ЖК. Отправляется в ЖК, прячется. Они проникли в ЖК. А тут люди что-то собрались и начали ни с того ни с сего автомобиль портить. Викрутили і забрали ніпелі з коліс, розбили скло та заблокували виїзд транспорту. Вот уроды люди, слушайте. Ниппели с колес, ну это стекло побили, заблокировали. Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, викликали швидку допомогу, оскільки він нібито втрачав свідомість. Вроде как терял сознание. Вроде как терял сознание. Ну, косил, понятное дело. На даний момент даний громадянин перебуває у ТЦК. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини та встановлювала причетних до інциденту. Дарина Соболєва, телеканал. В общем, понятно. Пацан все равно попал в ТЦК. Все равно с него не слезут. Что будет в ТЦК, ну, посмотрим. Да? Хотя ситуация, конечно, вот оно отношение. Луцк, Волынская область, черти где. То есть там вот возле Польши и Беларуси. Туда ж. Вот такие вещи. Вот так это подается. Луцк вообще какой-то бешеный вообще в этом отношении в последнее время. Хотя многие там есть и по селам, и по городам. Везде ТЦКшники лютые. Но Луцк вот сегодня отметился, например, вот такой мобилизацией в больнице. Крики, вопли. Пришли, вот очередь, вот мамочки, медсестрички. Все здесь. Никто им ничего сделать не может. Нормально. Пришли, сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять здоровых лбов потянули. Луцк, ты болен? Мы вылечим тебя. Тебя вылечит фронт. Фронт тебя вылечит. Почему? Потому что, ну, ходишь ты тут вот это. Давай к нам, военно-врачебным врачам. На комиссию. ВЛК, ВВК, ВЛК. Давай к нам. Там знаешь, какие люди работают? Ой, какие уважаемые люди. Просто необыкновенно уважаемые. Коллектив областной, это Хмельницкая уже область, коллектив областной МСЭК радостно приветствует Татьяну Васильевну с выходом из тюрьмы. Смотрите, все
общая фотография. Все. Ну вот класс, цветы. Вот тебе корзина, как к памятнику. А? Татьяна Васильевна, хорошо, что вы откинулись. Можете дальше делать из больных людей астматиков каких-нибудь там, доходяг, здоровых воинов. Вот в чем секрет украинской армии. В том, что какой-то там больной, необыкновенный, вообще просто дед какой-то, вообще 58 лет, 60 лет тому завтра будет. А ничего страшного, за день оформили, все вперед из песней. Нормально. Паренек астматик сознание теряет, его вылечат. Ну, это, правда, на Волыни, это Хмельницкий. Хмельницкий. Ну, там, где вот это всех хватали. Вы же помните эти скандалы с МСЭК, с присуждениями липовых инвалидностей прокурорам. Да кто это помнит? Татьяна Николаевна, хорошо, что вышла из тюрьмы. И этого трэша будет больше, потому что с сегодняшнего дня принято решение, что печатать повестки, там же очень долгая возня шла. А как вообще там вот повестка по почте, а что с ней делать? Короче, Кабинет министров Украины, в тот, который стреляли Искандером, решил сегодня разрешить областным ТЦК в областных центрах, Луцкому, ну, Волынскому, в Луцке тоже, печатать повестки самим. И в разъяснениях идет речь о том, что когда повестка отправлена по почте, она как бы тебя уже все, это тебе, заказным, это все, это дальше штраф, то есть ты ее, считай, получил. Нормально. Нормально. Они теперь и повестки сами будут печатать. Ну вот это децентрализация. Сколько, интересно, в Луцке напечатают повесток? Параллельно с этим корежат уже даже таких зубров и мастодонтов. Я вам открою страшную тайну. Лично я очень люблю, скажем, как люблю смотреть, понятно, два вида народных танцев. Два. Очень люблю. Грузинские и украинские. За этим наблюдаешь как за спортом, как за спортивным соревнованием. Во-первых, красиво, а во-вторых, ну это действительно человек превозмогает себя. Он, ну, чтобы так прыгать, делать такие там элементы гопака, нужна недюжинная физическая сила. Плюс, конечно, талант и хореография, безусловно. То есть тут рисунок, танец, все там. Но тут же ты восторгаешься мощью. Ну и грузины тоже, они просто там феноменально вытворяют вещи. Попробуй так подпрыгни там и на колено приземлись. Ну, такие танцы, такие народные танцы. Есть известнейший, они, кстати, очень долго, там, до широкомасштабного вторжения, до войны, они даже там сделали такую программу, катали по Украине. Кстати, Зеленский катал, квартал 95. Значит, грузинский коллектив против украинского. Украинский был Вирского. Это известнейший коллектив, национальный, да, коллектив танцевальный, народного танца. По идее, у всех бронь должна быть. Ну, и это правильно, потому что это достояние Украины, культурное. Вытворяют вещи необыкновенные, и мальчишки, и девчонки, парни, и девушки молодые, все очень, ну, это прям, это любо-дорого посмотреть. Вот Мирослав Вантух, руководитель коллектива, выходит и рассказывает об отношениях с ТЦК. У национального коллектива хореографического, народных танцев, ансамбля Вірського. Майже 50% говорять на російській мові. От я слухаю, що це, знаєте, мене коробить. Що ще треба нам, щоб ми все-таки полюбили своє? Смотрите, как бы позиция понятна. Его коробит, потому что все на русском языке. Ну, понятно, это же ансамбль Вірського. Ну, хорошо, коробит. Вот сейчас про Путина тоже выдаст. Що ж ти лізеш? Чого ж ти йдеш? Що тобі бракує? Що тобі мало? Чого? Я вважаю, що це тільки хвора людина робить. Значит, Путин больной, люди, которые говорят по-русски, его коробят. Я живу чесно. І мені дуже образно. От підписував я наказ про сина, щоб його звільнити. Я плакав. Плакал, когда уходил. Прислав команду, і вони принесли 49 повісток. 52 чоловіки в колективі. Я не розумію, як це можна в війну, коли така біда. І війну
обкрадати державу. Ах, какой, по какой вот сразу... Вообще, такое ощущение, что... ТСН, конечно, это выдало, конечно, историю. Смотрите, ну все ж классно. Смотрите, музыка пафосная звучит. Вот этот вот экс-руководитель, который уходил, плакал. Путин, что ты лезешь? Больной человек. Вот эти украинцы... Все же классно сказал. Но, говорит, когда со мной прощались, принесли 49 повесток. 49! А в коллективе 52 человека. Как тебе такое? Илон Маск. Как это можно? Война, да, ну как можно обкрадывать культуру, народ? Как вообще можно? Да вот так и можно. Потому что тебя коробят от русского языка, потому что Путин больной человек, потому что ты вот все честно, вот такое, потому что ту красоту, которую этот ансамбль вытворял в советское время, необыкновенные вещи творили, просто, которую там, я очень радовался за этот коллектив, который сохранил преемственность хореографическую, а преемственность в башке никто не сохранил. Конечно, мы будем удивляться, что 50 человек коллектива 49 повесток принесли. И никто не может это связать. То, что он несет в пафосном коротком промо-ролике ТСН, выражая в начале, и как вот это удивляется в конце. Что ты будешь делать? А вроде ж, понятно, уважаемый человек, связать не может. Но это не беда. Потому что всем говорят, что бусификация это хорошо. Правда. Вот выкопали штурмовика, начальника там штурмового подразделения. Он четко говорит, слушайте, а что вы тут это вот нюни развесили? Бусификация, СЗЧ 140 тысяч. О чем вы? Бусифицированный. Это вообще лучший командир. А? Как вам такое умозаключення? Дуже велика кількість людей, які були бусифіковані, так називаємо. И улыбается. Ну, это же штурмовик. Ну, ему смешно. Бусифицированные, ха-ха-ха. Большое количество командирами становится. Вони зараз вже є командиром. Тобто, які у нас є історії, де люди ухилялись від військової служби, убігали, їх ловили, потім вони потрапляли в навчальні центри, потім потрапляли до нас. Ми дуже велику увагу приділяємо військовій майстерності і безпосередньо військовій професії, як такій. Дуже велика кількість людей. Ну, вот так. Мастерство, профессия. Вчера уклонись, а сегодня командир лютый. Вообще просто лютый. Че уклонялся, спрашивается? Все нормально. Повестку по почте отправили, считай, получил. Астма. Тебя вон Татьяна Ивановна это вылечит. Она с тюрьмы только что вернулась. Штурмовиком будешь, чего ты? Не, подождите, а там же надо дроновод, там это... Не. 8 штук баксов. Плати. Ну ладно, будешь тогда... Где хочешь. 30 мы тебя отпустим, поминай, как звали. Нормальные деньги там крутятся. Все там хорошо. Все отлично. Ну вот, правда, там деньги крутятся, а в бюджете нет. Сегодня «Экономическая правда» написала о том, что 300 миллиардов гривен не хватает до конца года на войну. 300 миллиардов сейчас судорожно ищут. А там еще влетело, по Кабмину стреляют, и там как раз Министерство финансов в этом уголочке, да, вот это. Вообще работа стала, надо где-то искать 300 миллиардов. Ну где искать? Известно где. Вот народный депутат Нагорняк, в принципе, нам подсказывает, где будут искать. Чому уряду довелося піти на таке рішення, на те, щоб виплати по загиблим, ці 15 мільйонів розбити на 6,5 років? 6,5 лет семье погибшего, у нас же как война теперь называется, за независимость Украины, это официальное законодательство название, 6,5 лет будут получать 15 миллионов. Почему?
Откуда? Что за решение? Сейчас он объяснит. Чому таке рішення прийнято? Ви знаєте, тема надскладна і мало хто коментує, хто хоче коментувати, тому що під час війни, на жаль, ну не на жаль, а так прийнято, що сторона, яка воює, яка обороняється, мало хто говорить про реальні втрати, а вони, на жаль, дуже значні. І як депутат-мажоритарник Черкаської області, я це бачу по своїм громадам. І велика кількість загиблих наших героїв, які вже поховані, велика кількість сьогодні сімей очікують хорошої звістки від різних державних структур. Діти або там рідні, яких знаходяться або в полоні, або рахуються такими, як зниклі безвісті. І велика кількість, на жаль, з тих, хто зниклі безвісті, ми добре усвідомлюємо. Конечно, какой-то цирк, если честно. То есть никто не хочет отвечать, но мне придется. Я сейчас смогу, я сейчас вот попробую, я сейчас вот, а почему бы и нет. Многие ждут, многие вот. Такую инфографику дают на канале. Новый порядок выплат, 15 миллионов гривен, 3 миллионов гривен, да, то есть пощад, 12 потом в течение, собственно, 80 месяцев, 150 тысяч гривен в месяц это получается примерно. Що з великою ймовірністю це люди теж загиблі, але не підтверджений їхній факт загибелі, тому що тіла забрати з поля бою на сьогоднішній день практично неможливо. І питання насправді дуже складне. І кількість жертв поки що ніхто неофіційно не озвучує, але їх багато. І я розумію, що тягар на бюджет, якийсь, ну, бюджет фізично, скоріш за все, що фінансисти, я думаю, що краще знають. Можливо, такої можливості немає зараз до виплат, через те було урядом прийнято відповідне рішення. О, в общем, крутил-вертел, мусолил, жевал, политически пытался разложить, что-то вроде получилось. Все понятно. Погибших, включая пропавших без вести, которые, скорее всего, тоже погибшие, это серьезное ярмо для бюджета. Денег нет. Поэтому 80 месяцев тебе будут платить. 80, ну не тебе, а имеется в виду уважаемый бусифицированный, который стал командиром штурмовиков, очень талантливым, и куча таких историй, и вообще от чего вы вообще уклоняетесь. Но если что не так, то эти 15 миллионов 80 месяцев. Что там эти 80 месяцев? Сколько там можно будет буханок хлеба купить на эти 15 миллионов через 80 месяцев? Ну, это не важно. Ну, главная война, главное воевать. Как там тебя поддержат эти деньги? Деньги там, ну, в общем, докажи, поди, что ты. А надо же там еще куча этих историй. А чтобы, ну, так сказать, все прошло гладко, надо там подмазать. Любят это дело. Надо подмазать. Ну, с этих же и гробовых, и подмазать. В общем, перспективы ноль. Но ты должен идти за Украину. Ты должен идти... Зачем тебе эти выплаты гробовых? Вон тебя сейчас государство, война за независимость, вперед. 49 повесток коллективу Вирского из 52 участников ансамбля. Нормально. Да и ты, парень, чё бежишь в ЖК, прячешься? Астматик, что ли? Он сейчас тебя вылечит. Зачем это все? Объяснил историк Украинского католического университета, где, кстати, был скандал, не взяли девочку с аватаркой на ЛГБТ, и там она пошла в Киево-Могилянку со скандалом после этого. Вообще удивительно, представляете? Это в Украине-то. Грицак, известный историк Ярослав Грицак. Вот зачем это все. Я, як історик, це остаточний вихід з руського мира. Это окончательный выход из русского мира. Вот исторический выход из русского мира. Грицак, так было же вот это с трибуны. Я как сейчас перед глазами стоит еще не такой после Оземпика Петр Порошенко и кричит «Остаточно прощавай». А, ні, от це остаточно прощавай. Території, з простору, в яку ми необдумано вступили в 654 році при Славській угоді. І пробували вийти, декілька разів на це не додавалося. Я вважаю, що це остання спроба Росії втримати Україну в цьому просторі. Остання. Остання, тому що більше не вдасться це, тому що Росія ослаблена, все-таки let's face it.
Якби Росія була такою, як вона в себе виявляє, Україна би не мала шансу. Ну, не є супердержавою. Вот так вот. Значит, это последняя попытка России, потому что дальше не получится. То есть, за что ты гибнешь, воин? За то, чтобы у России просто дальше не получилось. Представляете, какая база философская под этим всем? Ты умираешь, потому что Россия-то ослаблена будет, и никогда Украину не втянет в русский мир. Вот вам и война за независимость, вот вам и украинский католический университет. Мне кажется, что что-то попахивает каким-то таким лохматым, британским, только что с отдыха в Греции, на Крите. Джонсон приехал в Украину, тот, который Борис. Он выступил на конференции, выступил, хорошо выступил, сделал фотографию общую. Что сказал? То же самое, что и в 22 году. Война может быть быстро окончена, если дать ВСУ оружие, если дать ВСУ возможности, если дать ВСУ лупить, бить и, так сказать, в общем, вперед идти. Дайте ВСУ убиться об Российскую Федерацию, но сделать это красиво, ярко, с еще большим ущербом для России, чтобы та ослабла, ну и теперь некого будет втягивать в русский мир, по большому счету. И ему аплодируют, это инновационная конференция, инновационные стратегии, смотрите, какие эпические фотографии. Ух, Джонсон, родненький наш, улыбаются вояки, которые помладше званием, гордятся те, которые постарше, в костюмчике. Хорошо все в Киеве, слушайте. Потрясающе. Что ж так? Что ж так вот в начале не воевалось без Джонсона? А как было в начале? Вспоминает обмененный недавно екс-мер Херсона. Сумно дуже казати про те, що відбувалося в Херсоні в перший день. Не залишилось нікого. Військових по великому рахунку взагалі особо не було в Херсоні, там була невеличка військова частина, там людей 200, і вони були там, оці ракетні війська, які базувалися в Радинській, там, під Силипецьком. Значит, мэр Херсона вспоминает 2022. Говорит, не осталось никого. 200 человек, какие-то там ракетные войска под Тюрюпинском, чего-то там они были. Не было никого. Но дальше это интереснее. Не было ни ментов, ни прокуроров, никого не было. А так була Нацгвардія, були прикордонники, ну і в Чорнобаївці оці авіація наша, да. Ну, по великому рахунку, їх там вже не було, бо хтось в миротворчій акції, там всі райони був задіяний, а хтось на сході країни. Тому без військових Херсон залишився з першого дня, без правоохоронців з першого дня, без Служби безпеки України з першого дня, без прокурорських першого дня. Я, знаєте, я дуже емоційна людина і завжди згадував, я не пам'ятаю, у когось там, або в поліції, або у прокуратури, я бачив таке гасло, слугувати і захищати. Так. І у мене завжди виникало питання, а кому ж ви слугуєте, кого ви вирішили захищати, коли ви повтікали з Херсон? І коли я прийшов, в перший же день, зранку прийшов до військкомата, щоб, запропонувати свої послуги в якості захисника міста, то обласний воєнком, який мені напередодні ще 23 числа пообіцяв, що якщо буде завтра війна, а її не буде. Не буде. Він ні напоружує нічого, не провокуйте ситуацію, її не буде. Але якщо ти прийдеш, я тобі дам там гвинтівку, і ти будеш там пробілом, і ти будеш там допомагати мені відстрілюватися від всіх росіян. Так. Він взагалі мене не прийняв. Він десь потім чергує, каже, він ховається від вас, Владимир Сергійович. Вот так вот. Никто его войны не будет, все будет нормально, все хорошо. В общем, попал в плен. В плен попал к россиянам по другому поводу, мы рассказывали по какому поводу, там по поводу Шухевича, Бандеры, дал интервью «Известиям». Никого нет. Никого. Вообще, конечно, война — это стихия. Сегодня очень уж выглядит абсолютно картинным Америка, например, которая переименовала Министерство обороны в Министерство войны. Хексет какие ролики запиливает. Ох. To the sailors Вот так and вот. Marines of the Iwo Jima. Вот так вот. Солдаты, обращение Хексета, министра войны. You are an incredible representation of America and American power. You're trained, you're prepared, you're ready, and you're lethal. And the American people are counting on you
to ensure the American homeland is kept safe. So I charge you, it's not if, it's when. You're on mission. Narco-terrorists and drug traffickers are on notice. We will no longer allow the poisoning of the American people. And the full power of the American military, used precisely with a clear mission, will be used to ensure the American people are kept safe. Значит, в чем смысл этого всего посыла? Понятно, что ну, там пиара много. И, кстати, я скажу честно, ТикТок Белого дома мне нравится. Ну, там классные ролики пилят. И этот классный ролик, все хорошо. Но посыл интересный. Типа солдат не если будет война, а когда будет война. То есть США демонстрируют, что они с кем-то нацелены на войну. Проблема лишь в том, что все же так думали. И российская армия где-то так думала, и украинская тоже так думала после парада, который принимал Зеленский. Помните, какое красивое шоу было? Девочка там выбегала откуда-то. Что вот большая война, да, это вот это. Красивые там вертолеты летят, еще там что-то. Не, это лисьи норы, грязь, ужас и кошмар. Это подмена картинки, подмена понятий. И сейчас уже любой украинец, и я думаю многие россияне, ну все-таки там меньше, больше людей, поэтому меньше коснулась война, они немножко по-другому оценивают вот эти красивые кадры под крутую музыку, как летит там какой-то вертолет или какой-то там человек, главнокомандующий, что-то там говорит, а эти все строем красивые выправки ходят. Уже по-другому все оценивается именно вот ну, здесь, нашими народами. Россией, Украиной, там, даже в Белоруссии они хоть не задействованы, они уже все прекрасно поняли. Европа тоже начинает понимать и бояться, потому что реальность это не то, что вот это в шоу и в роликах. Точно так же, вот мне так интересно было наблюдать сегодня за протестами в Непале. Значит, смели как это, к чертовой бабушке смели все правительство, всех в Непале. Много вылетело сразу лютое количество, и может они правы, я не буду спорить, конспирологов. В общем, повод это запрет соцсетей. Непал, понятно, там небогатая ошибка страна, не сильно там они как бы там вот это все, но соцсети. Рождаются много людей в Непале. Рождаемость большая. Очень много молодых людей в Непале. И у них взяли и отбирают игрушку соцсети. Конечно, они будут недовольны. Понятно, что этим, наверное, протестом кто-то воспользовался и, в общем, учинили. Но учинили-то страшное. Вот только вдуматься. Сейчас многие написали о том, что это как бы война зумеров. Ну, вот это новое поколение, уже те, которые там, ну, условно, чуть-чуть не подростки, чуть-чуть переросли, это вот это поколение, на которое все надеются, и вот это вот все. Ну что они творят? Что они творят? Значит, это вот примерно начало, да? Непальцы и непалки выскочили, и министров из здания правительства пришлось эвакуировать на вертолетах. Кордоны прорвали, жутко недовольные люди. На самом деле ситуация очень и очень, ну такая, ну Майдан, да? Майдан, и казалось бы, ну что это там, дети, там, сосунки, что они там могут? Ну вот, например, загонять могут министра финансов. Министра финансов. Это вот министр финансов целой страны, Непал. Представляете? Потом его погнали в речку вообще, там, полуобнаженного. Ну, вот так вот. Все, что думали о нем, высказали. И сделали. Это вот министр иностранных дел. Министра, ну, спасли, видите, вытащили, отбили. Министр иностранных дел. Точно так же.
супруга, пишут, премьер-министра, не перенесла всего происходящего, отдала Богу душу. Премьер-министру досталось. А это уже вечером. Подожгли президентский дворец, подожгли здание парламента, подожгли здание правительства. Президент вроде как написал отставку, потом начали там что-то опровергать, но ситуация какая сейчас? Погромы, анархия, выходит армия, ну там, командующий армией, все ушли, все ушились. Протестующие говорили, теперь мы победили, мы вообще хотим Катманду, чтобы рэпер управлял. Армия говорит, ребята, если вы не прекратите, ну, будем тогда как-то что-то решать, потому что вы реально пошли погромы по Катманду, по стране, то есть это, ну, началась вакханалия, хаос. В 1903 году построили дворец правительства Непала, это из которого вот эти все министры, которых загоняли до полудосмерти. 2000 комнат. Вот что с ним случилось. Вот так вот правительство. Ну вот. Хорошо горит. Всегда нужен баланс. Всегда нужен баланс между тем, чтобы не превратиться в откровенную, ну, скажем так, страну, где нет ничего святого и никаких ценностей, как, в принципе, непальцы это показали. Ну вот. И балансировать между тем, чтобы у тебя была только одна страна на уме. Для этого нужны грамотные, образованные люди. Тем более, когда население молодое, оно растет. Нужны социальные лифты. Не социальные сети. Они, безусловно, нужны, а социальные лифты. Если была бы молодежь, если была бы работа, социальные лифты, то, ну, и социальные сети не надо было ограничивать. Хотя, понятное дело, это Индия, Китай, противостояние через неделю после ШОС. Очень умные конспирологи и просто аналитики говорят, что подожгли. Мне так понравился, кто-то написал о том, что панда, растянули ее на 4 лапы, одна Тайвань, тут там какая-нибудь Камбоджа, тут вот это Казахстан, то Япония, вот сейчас вот Непал, а тут Индия, а введет Китай войска, не введет. Да надо вводить войска. Ну, надо вводить войска. Хоть Индии, хоть Китаю, хоть Совбез ООН пускай решают, надо вводить войска. Посмотрим, конечно, что там будет на второй, на третий день, там это все немножко уляжется. Посмотрим, что скажут военные, которые там уже требуют от протестующих. Давайте уже все победили, поиздевались, хватит. Страна-то не богатая. Ну, в таких масштабах, больших масштабах. Да, хорошая страна, да. Многие там хотели бы побывать, да. Там непальские шерпы, с ними там по горам лазили, на восхождения всякие делали. Но так, ну, разваливать и уничтожать эту систему, это ведь тоже, наверное, неправильно. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого непальского переворота. И я, видите, хочу пошуметь не о Китае и Индии, или там британский след, который вот сейчас Индия сблизилась с Китаем, а Британия, получается, теряет это все. Тут американцы. Не-не-не, я хочу вот именно о внутреннем ощущении. Что может произойти с человеком? Это до какой степени этого молодого человека затюкало его государство, что он готов сжечь президентский дворец, какую-то там реликвию там, или что-то еще, там, пинать этого министра, там еще. Это что-то должно же, вот ощущение государства, вот что важно воспитывать. Не любовь к государству, а чувство государства. Это твое государство или не его? Ну или не твое. Это вот было не его государство, этого человека, который там с разбегу пнул министра, вот этого, даже бывшего, которое все там быстренько написали в отставку.
Нет, конечно, можно написать о том, что с Путиным недавно, например, встречался. Это тоже там подольет масло в огонь вот этих всех раскладов геополитических. Событие геополитически серьезное. Но напишите, что вы думаете о поведении. Ведь что-то такое вот... Наверное, вот этого боялся Янукович, когда бежал. Наверное, вот этого. Или нет? Интересно будет почитать. А второе важное событие, которое действительно показывает, что мировые правила просто все идут коту под хвост, это удар по Дохе. Израиль атакует Катар. Бьют по Дохе. Делают это ярко, показательно, открыто. Вот, вроде как сюда прилетела одна из ракет, там было использовано около 30 ракет, в общем, такой залп был, 10 самолетов, что-то, в общем, Цахал, говорит, вот мы ударили. По ком били? По Хамасу. Значит, переговоры в Катаре проходили между Лигой арабских государств и Хамасом, ну, имеется в виду Газа, представители Газы, то есть вот таким вот образом. Они пытались договориться. То есть переговоры, полетели в Катар, окей, и били по ним. Сразу написали, что там погиб глава Хамас в Газе. Потом говорят, не погиб, сын погиб его. Другие пишут, не Аль-Джазира, там, ну, меняется все там. Говорят, никто не пострадал. И вы знаете, то, что никто не пострадал, это, ну, имеется в виду из переговорной группы, это, наверное, и демонстрирует нам, что война будет идти, вот это уничтожение Газа. А сегодня с утра, например, Цахал разослал сообщение, чего не делал ранее, мол, Газа, давай туда, ну, туда на юг, в общем, мы идем, показали стрелочки, коридор для беженцев, все, короче, сгоняет туда народ, будет зачищать Газу, то есть там сухопутная операция, все понятно. Грета Тунберг даже поделилась, что дрон атаковал ее, в общем, флотилия свободы, они там гуманитарку опять героически по морю везли, в общем, тоже ударил дрон по ней. Причем это все на фоне протестов израильтян, которые выходят и говорят, Биби, елки-палки, что ты делаешь? Биби, хорош, давай договариваться. Биби в это время показывает свои эпические кадры о том, как он вместе с военными наблюдает, как обстреливают, внимание, Катар, где проходят переговоры. Всю прошлую неделю, абсолютно всю, была вот эта вот штука. Даже вот эта ABC News, которую я показывал сегодня по поводу Донбасса, да, тоже вышло в воскресенье, они тоже коснулись этой темы. Мол, а где встретиться? Да, в Москву уехать, а пускай Путин в Киев приедет, а давайте там 7 государств предложили свои. 7 государств предложили свои услуги для проведения. Так а какие встречи и переговоры теперь могут быть? Например, на Ближнем Востоке. Ну вот так. Потому что Катар теперь подорван, его статус и реноме как там, переговорной какой-то, переговорного места, ну, по крайней мере, в кейсе там по Израилю и Газе. И это в то время, пока, ну, понятно, все осудили, там, Макрон, куда ему деваться, со своими 15%, он, конечно, осудил, отправил правительство в отставку. Бедный этот дед, премьер, говорит, ну что ж поделать, американцы бульдозером прут, а вы тут улюлюкаете, а мы деваться некуда, с долгами надо там сокращаться, реформа, затянуть пояса, те говорят, пошел вон, старый, будем нового ставить. Ну, он и пошел. Ну, а Макрон еще больше сел в лужу, чем до этого сидел во внутренней своей политике. Он, конечно, осудил удар по Катару. Но главная интрига была в другом. Написали сразу в прессе, что Америка была в курсе. Ее предупредили. Ну, это так, знаете, а я все знал. И хитрый прищур. Ну, со стороны Америки. А потом, ну, опять-таки, все, что сказанное потом, это уже не то. Потом начал Израиль говорить, так, стоп, это мы, это только мы, это все мы, никто не знал. Вообще, это мы стреляли по Катару.
Версия о том, что Катар знал, что будут там стрелять по делегации из Хамас, которые приехали на переговоры, ну, такая, слабоватая. На мой взгляд, лично мое мнение. Вопрос в другом. Ну, арабы, понятно, там, каждый сидит там на своей, условно, там, нефтяной вышке. Каждый сосет из земли вместе там с американцами и с инвестициями. Катар же Трампу подарил этот крутой джет, ну, самолет. Как его принимали, как все. Говорит, Катар, безопасность. Ну, вот вам безопасность. Безопасно в Катаре вообще. Фу ты. Это как в Эмиратах, то вообще безопасно, тихая гавань, прилетай, приезжай, деньги, квартиры, все. Вон нардеп Христенко раз и все, и уехал в Украину. Почему? Потому что приехал СБУшник, за ним поклад, все порешали, даже там юридически, потом допишут, потом напишут что-нибудь там, придумают что-нибудь. Но он приехал за своим, все, решили. Гарантии безопасности от США, Катару, да вот, пожалуйста, это мы били, все нормально. Хаос. А арабы получаются, ну, скажем так, без тестикул. Потому что сначала получается по одному, а потом всех вместе. Одни хуситы, которых тоже, кстати, бьют, и те же самые израильтяне. Ну, запустили по ним, тревога была вечером, буквально перед самым там нашим эфиром. Хуситы, вот они бьют. Хуситы отвечают. Хуситы идут. Все деградирует. Все деградирует полностью. Мы смотрим на Запад и думаем, что они нам что-то предоставят, они там в чем-то разбираются, они в чем-то лучше. А оказывается, нет. Сегодня эпизод такой, ну, чисто по-человечески вообще ничего смешного, но достаточно курьезный. По-человечески нет, а по номинально да. Министр здравоохранения Швеции. У нее упал сахар, и министр тоже упал. Кто поможет министру здравоохранения? Ну, кто поможет? Ну, то есть, они вот это вот суетятся, бегают, там, что там, кто из них там первую помощь окажет? Не, ну понятно, что кто-то из министерства был, там, понятно, что так не оставили, но это же тоже показатель. То есть, если ты знаешь, что у тебя такая проблема, она должна знать, что у нее такая проблема, да, то есть, ну, как-то надо следить за собой. Штука неприятная, понимаю, да, действительно. Может, поэтому она министр здравоохранения, потому что столкнулась с такой проблемой и вот помогает теперь всем. Но допускать подобного нельзя. Если министр здравоохранения падает, то что говорить о других министрах? Отметился на днях министр бывший иностранных дел Кулеба, украинский. В интервью «Карьера делла Сера» итальянской прессе он вообще размотал, говорит, убегал как вор со своей страны, которую так защищал, как лев бился на дипломатической ниве. Может, где-то приукрасили, конечно, журналисты, его слова, может, где-то, а может, и ничего не приукрасили, может, Кулеба так и сказал, а потом понял, что ляпнул, когда это уже напечатали, и давай быстренько давать заднюю. Однако прозвучало очень интересно. За несколько часов до постановления, а оно есть, его Зеленский опубликовал сегодня, пожалуйста, о том, что дипломатам бывшим, ну, те, которые все там знают, Гостайна и так далее, там, работникам МИДа, в общем, запрещено выезжать без разрешения или просто там со страны, надо, чтобы они были в стране. Он об этом узнал заранее и смотался в Краков, в Польшу. Ну, как в Польшу? У него там 20 сентября конференция, а там заранее приглашали. Ну, в общем, смотался и дал такое интервью. А потом, говорит, не давал такого интервью. Вот все так, но этого я не говорил. Привіт всім. Схоже, формується традиція. З одного боку неприємна, з іншого боку навіть кумедна трохи.
Раз на рік з'являються заголовки про те, що Кулеба кудись втік. Десь приблизно рік тому з'явилися заголовки, що Кулеба втік в США. От. Не втік. Тепер з'явилися заголовки, що втік в Польщу. Не втік. Насправді я в Кореї. Покажу от навіть вам бейджик. Бачите? Видите бейджик? Он в Корее. Все, никуда, ни в Польше, ни в Кракове, нигде. Он в Корее. Видишь бейджик? Хорошо, не веришь, он там QR-код. Наведи смартфоном, включи. Вон, видите, написано «спикер». Он речь там будет толкать. World Knowledge Forum. Це велика дуже конференція, на яку мене запросили дуже давно, до речі, десь місяців 5 тому, тому що корейці дисциплінований народ, готуються до всього заздалегідь. Поняли? Корейцы дисциплинированный народ. Они готовятся ко всему заранее. Поэтому месяцев 5 назад меня пригласили, поэтому вообще при чем здесь, кто там узнал о указе? Ну, что? Потім я ще буду брати участь в одному заході в Польщі, це правда. А потім так правда. Потім вернусь в Україну. Їду в Київ. Кому цікаво побачитись наживо, 20 вересня, Кураж. Буду радий поспілкуватися на тему «Сила нашого покоління». До зустрічі. Ага, значит, все перепутали в карьере РСФСР, все нормально, все это. Он сейчас в Корее, а 20-го будет, он вернется. Как это так? Кулеба не вернется. Кулеба мощный, Кулеба монстр. Сила, говорит, нашего поколения. В Киеве приглашаем. Ну, посмотрим. Там выступил, тут выступил. Лопата есть у нашего поколения. Вот смотрите, поколение. Много их в Непале было. Вот им соцсети запретили. Что сделали с министрами? Ну, у нас же сильное поколение. У этого поколения министр Кулеба. Потужно. Все наврали. Все переврали. Я думаю, что, скорее всего, дали по шапке и быстренько это все, скажем так, да, действительно урезонили. Но по поводу силы поколения, сегодняшний день стал каким-то, роковым, что ли. Сегодня вышло сразу несколько таких материалов, сообщений. Там «Новое время» публиковало материал. Говорят, слушайте, беда, новая почта за последние неделя буквально, там не так много времени, когда разрешили вот этот выезд 18-22. Новая почта, 150 сотрудников, на лыжи. Увольняются и уезжают. Потому что можно выехать. Там другие предприятия, то же самое. Люди бросают работу, те, кто работает с 18 до 22 в этом промежутке возрастном, они бросают работу, чтобы поехать поработать за границей. Ну, правильно делают, конечно, кто им скажет, что они неправильно делают, но тем не менее. Бешеная история. Предприятие говорит, а где нам брать сотрудников? Если не 18-22, то можно было хоть как-то перетоптаться, там 18-25, 18-22, если не критическое, там молодежь что-то поделает, денежка, как-то хоть как-то выживать. А сейчас как выживать? Некак. Зеленский же всех отпустил, чтобы с картонками не стояли. Вузы, система образования, говорят, какая-то странная пошесть. Идут и идут в академ отпуска студенты, идут и идут. Зачем? Да чтоб умотать. А там потом удаленно переводом в другой вуз или в другое учебное заведение за границей. Что-то какая-то странная история. Но пограничники непробиваемые говорят, все хорошо. Все отлично. У них спросили. Четко и понятно. Вот Железняк спросил, депутат, говорит, ответь мне на депутатский запрос. Сколько выехало? Сколько? 18-22. А ему ответил. Медаль, кстати, Дейнека недавно получил. Ответил, говорит, мы их не считаем. Не ведем статистику, мы не знаем, сколько уехали. То есть, нормальное средство массовой информации, любое, или там какие-то там общества, или там какие-то ломы нормальные. Вот этот ответ, некак его оправдать. Нам говорил Зеленский, нам говорят вот эти все говорящие головы Банковой, нам все говорят, нет проблем, нет очередей, это все ИПСО, Центр противодействия фейкам при Умерове. Говорит, нет, это все вранье.
Так подождите, если вы не считаете, то откуда вы знаете? Вранье или не вранье? Если вы не знаете, почему тех, кто говорит и показывает видео, как очередь, как еще что-то, вы называете и псошниками, и злоумышленниками, дичь какая-то, не правда ли? Нет. Все нормально, это Украина, детка. Это Украина. Кулеба, среди прочего, вот в своем обращении, когда опять о нем вспомнили благодаря неудачному интервью, трудности перевода. Напутал там журналист с конференциями, про этот указ, который там действительно вышел, а Кулеба узнал заранее, он придумал, наверное, так привиделось ему. Напутал. Или там частную часть разговора, знаете, когда просто люди общаются, договариваются об интервью. А ты там что, а я там, да, хорошо, а я там, бабушку отведу, в больничку вернусь, а потом приду, а потом там кота покормлю и все. Вот это, может, просто в процессе беседы с корреспондентом, журналистом, он это все просто перенес со своих слов в материал, и получилась бомба. А Кулебу потом как бы начало немножко подпекать, и он потом начал абсолютно сдавать назад и говорит, не-не-не, я такого не говорил. Ну или говорил, но это не для печати было, off records, так сказать. Так вот, он призвал всех украинцев, которые находятся за границей, вернуться и защищать Украину. Вернуться и пойти на фронт. Истории, которых, просто последнее время, кстати, не счесть стала образовываться на просторах интернета. ТикТок, там разные соцсети. Те, кто, внимание, неважно как, законно, незаконно, неважно, выехал и пытается вернуться, а их уже ждут в Україні. Коротше, відео для тих, хто хоче повернутися додому в Україну, як зустрічає ненька мати. Дата. Значит, почему так все рвано, вы понимаете почему, да? То есть, без эмоций тут невозможно мужчину легко понять. Кордон. Якщо ти там повертаєшся за кордон, неважно, виїхав ти не виїхав, законно, незаконно, коротше, повертаєшся додому і тебе на кордоні, прям прикордонники, іди сюди, мой дикий лев. Иди сюда, мой дикий лев. Так нравится мне это. Такие все украинскомовні. А, иди сюда, мой дикий лев. А? От. Коротше, без розбору. Тебе перше нахуй дал. Значит, матюкаемся по-русски. Иди сюда, мой дикий лев, по-русски. Но вообще, конечно, украинским мужчинам обращение. Нет, на самом деле все серьезно. Прикордонники в кайданки, блядь, визивають. ТЦК з поліції, приїжджає поліція, блядь, і тебе їбашать. Он сюди, на розпределитель. Вот сюда на распределитель. То есть он на распределителе. Ты на границе пересек, тебе там ТЦК, полиция. Вот все, как мы видели, везде. Вот мужика в Черкасах за квасом решил сходить, за квасу попить. И, в принципе, решил в Украину заглянуть, заехать. Вот, пожалуйста. Вот. И похуй. Прямым намеком, каже, платишь $800, каже, їдеш. О! $800. Плати и езжай. Какой интересный довесок к билету. Багаж. Багаж. Кажу, а дальше що? В смысле їдеш, кажу, я додому вертаюсь. От. Дальше, каже, кожний блокпост, то, що тебе, каже, тормозять, каже, там свої розценки, свої розговори. От Краковець, таких пацанів вчора, каже, блядь, взагалі там зуби повибивали, блядь, пацану. От. І от якось так. Ненька Україна чекає. Краковець. Вітання, блядь, з Краковця. Тут таких он теж, блядь, як я, троє, блядь. Трое таких, как он. Привет на Краковец. $800 платишь, езжай. А куда ехать? А как? Я домой же еду. В смысле? Не, $800 езжай. А там же блокпосты вот эти все. Там свои расценки, там разберетесь. И ПСО, наверное. И ПСО. Мужик вообще там это. Вот сегодня тоже было, я не буду еще раз показывать это. Прям во время эфира в нашей рубрике «Колобок, куда мы катимся» люди из Чернигова мне прислали видео. И говорят, смотрите, это в нашей паблике, это вот мы, это тут вот Десна, ползают вот это все. А солдаты, собственно, учебка. Даже форму не надевают, по гражданке ползают, те там веселятся, те, которые инструкторы. И все.
Это вот было позавчера. Сегодня это раскрутили, ну, люди разогнали, то есть в соцсетях увидели там разные большие средства массовой информации, реагирует ЦПД, говорит, это фейк, снято русскими, просто там, ну, те, которые умеют по-украински говорить. Короче, то, что раньше, помните, было в начале войны, скажи поляныця. Поляныця. А русские типа, полуныця, поляныця, вот это скажи. А сейчас, походу, научились за 3,5 года говорить поляныця, и теперь, видите, как меняется все. Вранье все. Вранье. А потом говорят, подождите, а какие российские, пророссийские распространяют? Это в черниговских пабликах, это черниговцы. Не, это все русские. Вранье. И этот, наверное, мужик в Краковце, ну или после Краковца в распределителе в ТЦК, у которого нет 800 баксов отпетлять на месте, а потом ехать и листать на каждом блокпосте. Он тоже, наверное, ИПСО. Все ИПСО, страна ИПСО, время ИПСО. Но поразительно, вот прям поразительно, что вообще происходит с этими ценами. Сказать, что ну, там, страна богатеет. Нельзя, ничего ж не зарабатывает, по большому счету. С налогами, ну, плохо. Деньги на иждивении, на капельнице западных средств. Откуда такие цены? Где они берут эти доллары? Где это все? Вот вышла Элла Либанова в эфир. Демограф український. От що говорить. Наша бідність, а Україна ще довго залишиться бідною країною після такої війни страшенної, ну тут сумнівів нема. До нас не будуть їхати ті, хто розраховують на утримання. До нас поїдуть ті, кому потрібна робота. А так вот. То есть, знаете, что мне нравится? Не, причем, как бы, почему? Экспертное мнение, уважаемый эксперт, может быть, я не против. Но что мне нравится? Значит, к нам поедут те, кому нужна работа. Сильные поедут. Ух, готовые трудиться после войны. Те, там иждивенцы всякие к нам не поедут. Потому что там 3 копейки мы там платим. А вот за работу как мы будем платить? Тому що утримання, скажімо, в Україні і в будь-якій європейській країні, в будь-якій, включно з Польщею, Болгарією, Румунією, воно не порівняльно. Наша бідність, а Україна ще довго... Значит, вы понимаете, как это все собирается? Как вообще функционирует вот это вот экспертное средовище, экспертная среда? Как она функционирует? Значит, мы сначала говорим, значит, Украина после войны еще будет очень долго бедной. Бедная будет Украина. Долго. К нам не поедут, но к нам поедут люди, которые будут работать хотеть. Сижу и думаю, елки-палки. То есть, а кто хочет поехать поработать в бедную страну? Ну вот там, есть там те же там Эмираты, там вот это все, там как бы очень хорошо платят, да, разным специальностям, да, они тебя не ассимилируют, да, ну хорошо там платят. И я знаю там отдельные там специальности, обычно там учитель музыкальной школе, там еще кто-то, педагог очень, кстати, популярно, еще кто-то, они вот хотят, и правда там есть там некоторые знакомые через знакомых у меня, которые там поехали, по контракту отработали, очень хорошо с ними расплатились, и они вернулись. Ну вот, так было, да, до недавнего времени и сейчас, ну, в общем. Но в богатую страну все хотят ехать работать, потому что в богатой стране больше денег платят. Откуда вся эта истерия Западной Украины по присоединению в ЕС? Откуда Евромайдан взялся? Откуда эти кружевные трусики взялись? Кофе в Вене. Откуда? Кофе в Вене ничем не отличается от кофе, там, не знаю, в Харькове. В Харькове, может, даже вкуснее. Я открою страшную тайну. В Луганске, который сейчас под контролем Российской Федерации, и который не был под контролем до 2014 года Российской Федерации, тоже был вкуснее кофе, там, чем где-нибудь еще, где-нибудь в Вене. И об этом многие украинцы, переехавшие в Европу, они знают и говорят так, как есть. Но откуда это все было? Потому что там же богатые. Потому что там же евро, потому что там же вот это все образ вот такой. И нам его продолжают рисовать. Ну так едут же люди вроде как в богатую страну много получать, а не в бедную много получать. Вот тут какая-то вот такая разница. Нет, есть примеры контрактов в африканских странах, но там же связано все
с рисками. Ну, какая-нибудь букашка тебя укусит не за то место, и потом там рога вырастут на голове. Какая-нибудь там страшная непонятная болезнь. Ну, какие-нибудь там племена взбунтуются, или местные какие-нибудь полудурки с автоматами прибегут, начнут разборки. Там опасно, поэтому там, в Африке, разным миссиям, под разными началами, и западными, и когда-то давно советскими, ну, там хорошо платили тоже. Ну, потому что там условия, и вот, в принципе, вот так. Но едут в основном работать-то в страны, которые богатые, и все тянутся. Почему-то Польша едет в Британию. Ну, там поляки. Тоже туда, в Западную Европу. Потому что там лучше, там богаче. Тут какая-то вообще странная логика. И вместе с этим об уровне жизни не заикайся. Говорит та же Лібанова. Ми не зможемо в найближчі роки досягти рівня життя не те, що Німеччини, Польщі, боюсь, що і Румунії. Не сможем мы в ближайшие годы достичь уровня жизни Польши и боюсь, что Румынии. Возникает вопрос, а за что мы воюем? За независимость. Правильно. За независимость. А потом все удивляются, а как так получается, что нам вот вроде как эксперты вот говорят одно про уровень жизни, про все остальное, а Госстат вообще лепит какую-то свою историю. Смотрите как. Изменения цен по сравнению с прошлым месяцем. Гляньте, как все хорошо. Вот последние столбики. Понятно, что последние столбики, как бы они самые низкие, все на дне. Ну, то есть, цены упали как? Минус 0,2%. А был же рост. Да? Был же рост. А сейчас упали. И цены падают. И уровень жизни будет хороший. График посмотрел, на душе спокойно. Приятно стало как-то. А если вообще заседание Верховной Рады включил, так вообще благодать. Слушайте, все так о нас заботятся. Все об украинцах заботятся. Вот тебе, в общем-то, вышеупомянутый Железняк, которому ответили, что не считают погранцы, сколько выехало, так сказать, молодых людей за этот период времени, когда разрешили выехать. Пишет, короче, декриминализировать нуху мы до сих пор не смогли. Поэтому возобновили трансляции Верховной Рады заседаний. Ну, чтобы людям было хоть что-нибудь посмотреть из подобного контента по телевидению, кроме марафона. Ха-ха-ха. Смешно, смешно, смешно. Знаете, кого мне напомнил этот Железняк, этот пост? Страна. Война. Вообще не выиграют эту войну. Страна. Люди из последних сил скидывают 2 гривни Стерненко, тот говорит, ой, 60% всех 2 гривен, которые вы мне кидали, в топку. Потому что Минобороны, видите как. Не, ну это Минобороны. У меня-то, конечно, дроны летают, а Минобороны нет. Поэтому скидывайте мне. Ну, в общем, понятно. Страна, которая хоронит каждый день. Ей вместо нухи включают заседание Верховной Рады, чтобы хоть как-то разбавить марафон. Потому что контент похож. Это депутат пишет. Ну, то есть, во время войны. Вот это вот все. Я не собираюсь морализацией заниматься какой-то вот этой всей писанины. Но мне напомнил этот депутат вот этого человека в метро. Это Нью-Йорк. Скоро, в принципе, так может и произойти. Скоро так может произойти. Весело. Классно, сейчас какой я кульбит сделаю политический. То ли заявление, то ли решение, то ли еще. Опа, вверх ногами зацепился и все рухнуло. И потребует очень серьезного ремонта. Вот такой шум, друзья, сегодня у нас с вами.
Всем большое спасибо, что поставили лайк. Всем большое спасибо за то, что присоединились к трансляции. И большое спасибо, конечно же, за спонсорство, за суперчаты, суперстикеры и за наше общение. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. Вот такой шум. Да, не 3 часа, не 4, но достаточно увесистый, под 2. Ну, так уж сложилось. Значит, вы все это время голосовали, и вот что наголосовали. Более 9000 голосов мы получили. После войны 5% вернется в Украину. 23% уедет из Украины. Это из тех людей, которые нас смотрят. 35% вообще не знают, что делать. Ну, или побудет там, где есть, 37%, а потом подумает. Это вот, в принципе, если сложить, это вот 70, да, вот 82%. Пока вот здесь, это означает все там в норке или в тех условиях, где находится, неважно, внутри, за пределами страны, чтобы хоть как-то понимать, да, то есть, ну, что вообще происходит. И потом оглядеться после этой войны, чтобы не оказалось хуже после завершения войны. Шум класс, Александр, спасибо большое. Спасибо вам тоже. Спасибо большое за то, что смотрите, пишите. Значит, вопросы на предложку. Оксана. Здравствуйте, уважаемый Александр. Какой-то подкаст смотрела. Там был Мосейчук, у него спрашивали о причинах убийства Порубия при президенте. Ну, понятно, Порубия. Мосейчук сказал, что он знал Порубия, очень честного человека, скромно жил, недорогой машины, квартиры, домов. Это он говорил на моем канале, да, вот Мосейчук. Недоверия возникли. Если посчитать о причинах убийства, одна из версий, что убитый был вовлечен в сделки с торговлей оружием. Мы все слышали, читали, какой денежный это бизнес, и вообще трудно представить. Мне лично после услышанного сложилось впечатление, что говорят об убиенном. Герой подкаста хотел казаться честным. Мне тяжело представить, что в украинском политикане действительно были честные люди. Спасибо большое. Ну, смотрите, они же верят, что они честные. Сами себе верят, что они честные. Ну вот, и поэтому так убедительно. Одно время, когда ты знаешь конкретно, чем кто-то занимался, или знал, чем занимался раньше. Может, раньше люди меняются, и времена меняются, и меняют людей, и их род деятельности тоже. Значит, очень интересно. Пишет Анна. На телеканале одном вышел специальный репортаж о португальских наемниках и волонтерах, находящихся в Украине. Война началась почти 3,5 года назад, и многие португальские добровольцы отправились наемниками. В частности, в репортаже показали Мауру Пиньерру с позывным «Леопард», который с первых недель, как он рассказывает, защищает украинцев. В конфликте Мауру получил навык работы с дронами. Он советует не приезжать в Украину ради денег. Журналист Альфреду Лейте озвучил размер зарплат, который получают наемники. $550 в месяц за пребывание в тылу, 1100 за работу в опасных зонах и около 44 тысяч евро за службу на линии боевого соприкосновения. В репортаже показана жизнь португальского волонтера Марсел Лука, занимающегося сбором донатов на мемориал погибшим наемникам на войне в Украине. В общем, честно говоря, содержание вот такое. Интересно, на лицо этого наемника будет потом взглянуть. Спасибо большое, Анна, что написали об этом. Вот такой выглядит Украина в последнее время, кстати. Это вот прям очень важно. Мексиканское телевидение пишет о картелях, которые обучаются в Украине. Вот португальцы о наемниках, памятники им хотят воздвигать. Ну, посмотрите, Северная Корея, вот уже все прошло вроде как, да, не участвуют, выполнили, уже там памятники везде ставят. А где памятники колумбийцам? Где там португальцам? Где вот эти памятники? Непорядок, надо памятники ставить. Александр, добрый день, направляю вам свою официальную претензию. Ага, интервью с Щелиным, Наумовым и Арестовичем в один день, для меня вечер-ночь. Всегда теряется половина следующего дня, я потом плохо работаю, ибо вынужден всех смотреть, Аксакалов. Хотелось бы принести одного, чтобы разбавлять. Да, друзья, много получилось сообщений, спасибо вам большое.
Ну, вас же никто не просит смотреть вот тут и сейчас, тем более разница часовых поясов. Ну, так получается, иногда не получается. Это все жизнь, это все вот такие графики, да, то есть и пытаемся, конечно, чтобы что-то было стабильно, но мы видим, как в этом мире все нестабильно. Спасибо вам большое, Илья, за то, что написали это письмо. Значит, что у нас с чатом? Давайте обратим внимание здесь. Шелест, добрый вечер. Смотрел одного американского аналитика. Он сказал, что когда Европа станет правой, все они повернут в сторону России, Россия в сторону Европы, и они будут делать свой полюс. Что думаешь? Не будет полюса Россия-Европа. Нет. Еще очень долго. Потому что у них-то там будут правые, но верхушка-то... В общем, это долгий процесс. Это процесс, вот сейчас пытаются пережить Трампа. Ну, там до выборов в Конгресс, вот эта вся история, да, то есть в Америке в следующем году. То есть все хотят пересидеть вот этот вот медовый месяц, хотя он прошел давно уже в Америке, но вот этот период, когда доминирует республиканская партия, хотят пересидеть, и вдруг там что выплывет позже, после выборов. Так тут будет то же самое. В одних странах победят одни, в других другие, и будут пересиживать коллективно. На радикальное решение Европа не готова. Равиоли они замораживают для войны с Россией. Равиоли. Понимаете? Так, забыли, как чиновников Януковича в мусорные баки засовывали. Ну, чем вы не Непал, Алексей пишет. Слушайте, ну, ну, да. Таскали за... Ну, вроде как никого не убили. Там, по-моему, там подожгли офис, охранник партии регионов во время Майдана погиб. Ну, я про Беркут молчу. Беркут это не то. То есть я имею в виду вот этих чиновников. Да, вот такая вот история. Это стихия. Война — это стихия. Джин из бутылки. Ты его выпускаешь, засунь его обратно. Война, протест — это тоже стихия. Вот такой протест кровавый, имеется в виду, с кровью, с избиениями. Это стихия. Выпустил, засунь его обратно. То есть, о политике, так сказать. Так. Самый честный украинец Клычко. Клычко. Да, спасибо большое всем за ваши отзывы, за ваши комментарии. Так. Спасибо, друзья, всем за то, что этим вечером мы с вами... Ага, как Шелест ответил на свой вопрос, вот, пишет. Ну, во-первых, я не голосовал на своем вопросе. Ну, как большинство. В данном случае. Как большинство. Но не последний вариант, а предпоследний вариант. Потому что... Что получится из Украины после войны? Я считаю, что, например... Ну, тут, смотрите, чтобы ответить правильно на этот вопрос, нужно понять, кто ты, какое время настало, и чем ты можешь быть полезен своим людям, тем, куда ты едешь, чем ты можешь быть полезен. Я считаю, что мы от многих полезных людей просто отмахнулись, заклеймили, ткнули, плюнули, подгребли и забыли. А зря. Но каждый лично оценивает свою там роль и место. Поэтому для анализа нужна определенная пауза. Поэтому я бы, наверное, так ответил на вопрос, как там ситуативно, не шибко большое, но большинство. А насчет того, что я не знаю, что делать, это второй вариант, и там процентик вообще минимальный, так никто не знает, что делать. Иногда наступают времена, когда надо брать и делать. Брать и делать. Вот нам же как говорили в 22 году. Бери и делай. Метки там рисовали, там мародера давай, бери там, привязывай к столбу. Да, нам же так говорили. Потом метки оказались это фуфло. Привязывать к столбу никого не надо было. Ну, то есть, сейчас, получается, привязывали к столбу,
А потом, собственно, сейчас украинцев привязывают к столбам ТЦКшники. То есть это бумеранг. Вот такой бумеранг получили. И будет тоже такое время, когда неважно, что ты, где ты, там, знаешь что, не знаешь, что делать. Надо ехать и делать в мирной, свободной от идеологии расприй стране. Чего, собственно, хочется всем на ночь пожелать. Добра и света, спасибо, что пошумели. Жду ваших комментариев. Прочту, откуда вы и что думаете по поводу сегодня вышеизложенного. Напишите, понравился шум или нет. Я считаю, что все-таки хорошо пошумели. Всем добра и света. Увидимся.